Наиболее грозной является та власть, которую нельзя ни заметить, ни измерить. Стоит вам появиться в комнате, как умолкают беседы. Ваши слова принимают на веру без раздумий. И дело тут не в боязни, а в том, что само ваше присутствие внутренне надламывает окружающих. Подобный эффект не стечение обстоятельств, а результат продуманной стратегии. Ведь, как понимал Макиавелли, аура служит незримым инструментом для тех, кто вершит судьбы мира. Сила не всегда выражается через поступки. Порой она зарождается в спокойствии, которое предвещает бурю. Макиавелли в совершенстве освоил эту науку влияния, воздействуя на людей не речами, а теми ощущениями, что они испытывали в его присутствии. Именно сгущающаяся атмосфера и звенящая тишина формируют ауру. И если вы научитесь ее создавать, то окружающие последуют за вами, начнут сомневаться в себе и покоряться вашей воле, даже не осознавая причин. Вообразите, что одного вашего появления хватает, чтобы пошатнуть чужую самоуверенность, а ваше молчание лишает оппонентов опоры. Макиавелли осознавал суровую правду. Кто контролирует атмосферу, тот предопределяет результат. Если вы стремитесь быть услышанным, не повышайте голос, наращивайте силу своей ауры. Ведь наибольший трепет внушает тот, кто способен выдержать самый долгий и немигающий взгляд. Основа вашей ауры — это не ответное действие, а полное его отсутствие. Сила заключается в том, как ваше хладнокровие вызывает у других беспокойство, а ваша статичность заставляет их подчиняться. Откажитесь от желания производить приятное впечатление и вместо этого сосредоточьтесь на управлении своей внутренней энергией. Именно тогда вы станете фигурой, которую невозможно игнорировать или забыть. Никколо Макиавелли писал: «Все видят, кем ты кажешься, но немногие знают, кто ты на самом деле». Это не красивая фраза, а предельно точное предостережение. Никогда не обнажайте свою сущность, ведь как только вас разгадают, ваши действия станут предсказуемыми, а значит, вы станете уязвимы для манипуляций. Ваша аура зиждется не на истине, а на ее видимости, тщательно продуманной, выверенной и жестко охраняемой иллюзии. Ваша задача — не стремиться к пониманию, а добиваться того, чтобы вас истолковывали неверно, но при этом к вам прислушивались. Большинство людей жаждет близости, любви и принятия, но Макиавелли считал это западней. Открытость делает вас уязвимым, а предсказуемость — это прямой путь к поражению. Окружающие должны видеть не вашу истинную личность, а лишь ее тень, отражение отражения. Если ваши намерения читаются по лицу, к ним успеют подготовиться, а если ваши действия просчитывают наперед, вас уже нейтрализовали. Загадочность становится вашим главным доспехом. Не стоит стремиться к полной ясности в словах. Говорите намеками и обрываете фразы, позволяя собеседникам самостоятельно домысливать их значение. Их собственное воображение создаст для вас образ куда более могущественный, чем вы могли бы описать сами. Вам не требуется доверие, которое по сути является поводком. Вам необходима непредсказуемость. Позвольте им строить догадки и спорить о ваших истинных мотивах, ведь пока они поглощены этой игрой, вы уже управляете их вниманием. Никогда не подтверждайте и не опровергайте их предположения. Считают вас великодушным — пусть. Полагают, что вы безжалостны — превосходно. Уверены в вашем безразличии — просто улыбнитесь и скройтесь из виду.
Ведь в тот самый миг, когда люди начинают задаваться вопросом о ваших истинных мыслях, вы уже одержали над ними верх. Постоянно меняйте свой темп. Сегодня говорите уверенно и открыто, а завтра исчезаете без следа. Проявите мимолетную теплоту, чтобы затем надолго погрузиться в холодную отстраненность. Создавайте у окружающих иллюзию, что они вот-вот вас разгадают, и в этот самый момент кардинально меняйтесь. Макиавелли был убежден: правители не должны знать, их должны домысливать. Ваша цель — не запечатлеться в их памяти, а поселиться в их неуверенности. Управляйте их восприятием, демонстрируя лишь отдельные, разрозненные грани своей личности, не давая ничего конкретного, за что можно было бы ухватиться. Ведь если вас невозможно четко охарактеризовать, то вас нельзя и отвергнуть, поскольку с невидимым противником бороться невозможно. Всегда отступайте с холодным расчетом. Пропадайте именно тогда, когда вашего появления ждут больше всего. И появляйтесь в самый неудобный для других момент. Меняйте интонацию, взгляд и манеру поведения не из-за внутренней растерянности, а потому что вы находитесь в процессе непрерывной трансформации. Помните, что гибкость — это проявление власти, в то время как предсказуемость неизбежно ведет к гибели. Когда от вас настойчиво требуют разъяснений, не спешите с ответом. Формулируйте свои мысли так, чтобы они звучали как непреложная истина, но при этом оставались расплывчатыми, не давая ни конкретики, ни опоры. Будьте подобны туману, ощутимы в своем присутствии, но абсолютно недосягаемы. Такие фразы, как «я с самого начала знал, чем это кончится» или «почему вы решили, что это не было частью моего плана?» сеют сомнения, вызывают подсознательный страх и возвращают вам контроль над ситуацией. Даже ваше молчание обязано быть весомым и многозначительным. Пусть ваша необъяснимость терзает окружающих, а непредсказуемость диктует им правила поведения. Со временем они начнут невольно подстраиваться под ваше настроение и учиться предугадывать вашу реакцию, даже когда вы не проявляете никаких эмоций. Именно так ваша аура трансформируется в реальный механизм контроля. Когда люди реагируют не на вас, а на тот образ, что сами создали, никогда не идите у них на поводу. Не позволяйте им завершить историю о вас. Меняйте сюжет, пока они читают предыдущую главу. Большинство людей, входя в помещение, стремятся заполнить его собой, своим шумом, энергией, шутками. Их главная цель — получить одобрение, но именно эта потребность и есть слабость. Вам же нужно добиваться не признания, а той звенящей тишины, когда при вашем появлении взгляды сперва обращаются к вам, а затем поднимаются снова, сбивая общий ритм и пробуждая в людях первобытные инстинкты. Не добавляйте лишнего, убирайте все, что не является сутью. Ключ к такому влиянию кроется в неподвижности. В то время как другие суетятся, нервничают и выплескивают эмоции, вы сохраняете абсолютное спокойствие. Ваша речь размеренна, а движения неторопливы, словно весь мир готов вас подождать. Вы не просто занимаете пространство, вы им владеете, будто управляя самим временем. Сила начинается с походки. Она не быстрая и не суетливая, а продуманная. Каждый ваш шаг безмолвно говорит: «Я не спешу, потому что ни зачем не гонюсь». Вы не преследуете, вы притягиваете. Вы не реагируете, вы наблюдаете. Ваша осанка должна быть прямой, но лишенной напряжения. Вы собраны, и ни одно ваше движение не является случайным.
Взгляд не блуждает по сторонам в поисках внимания. Вы сами становитесь его центром. Ваш стиль в одежде должен быть таким, чтобы само ваше присутствие было заявлением, не кричащим или броским, а точным и выверенным. Каждая деталь вашего облика призвана транслировать одну простую мысль. Этот человек никому и ничего не доказывает. Вам нет нужды состязаться с теми, кто привлекает к себе внимание шумом. Вы лишаете их преимущества именно своим спокойным бездействием. Если большинство людей носит броскую одежду, чтобы быть замеченными, то вы должны сделать своим главным атрибутом тишину, которая заставляет запомнить вас надолго. Когда же вы решите заговорить, ваша речь должна быть неторопливой и веской, свободной от слов-паразитов или нервных усмешек. Говорите так, словно каждое ваше слово обладает реальной ценностью. Не торопитесь с ответом. Позвольте молчанию усилить эффект ваших будущих слов. Чем дольше вы держите паузу, тем более значительным будет казаться то, что вы скажете. Пусть окружающие ощутят эту смысловую пустоту перед тем, как вы решите ее заполнить. Именно так рождается напряжение, ожидание и даже некоторый трепет, которые становятся частью вашей ауры. Не стоит улыбаться по привычке, ведь дежурная улыбка – это проявление уязвимости и подсознательная мольба о признании. Ваше лицо должно излучать спокойную власть, не враждебность или холод, а лишь недоступность для чужого анализа, что делает его незабываемым. Макиавелли раскрыл ключевой секрет. Как только человека становится невозможно прочитать, он пробуждает навязчивый интерес. Окружающие начинают заполнять информационный вакуум своими догадками, конструируя образы и создавая мифы, которые в итоге оказываются влиятельнее любой объективной реальности. Появляясь в каком-либо месте, не стремитесь слиться с общим ритмом. Заставьте других подстраиваться под ваш. В тот самый момент, когда вы начинаете играть роль своего, вы уже теряете преимущество. Именно вы задаете тон и формируете атмосферу. Ваше состояние – это не холодность, а собранность, не отстраненность, а скрытая угроза. Ваше присутствие должно вызывать не примитивный страх, а более глубокое чувство, тревожное уважение, которое граничит с постоянным внутренним напряжением. Люди не должны понимать до конца, ищут ли они вашего одобрения или опасаются осуждения. Им достаточно знать одно – вы – значимая фигура. И самое важное – будьте последовательны в этом. Аура – это не маска, которую надевают по особым случаям, а среда вашего постоянного обитания. Это вес вашей личности, который ощущается даже когда на вас никто не смотрит, и особенно в эти моменты, ведь именно тогда и закаляется подлинная дисциплина. Не прилагайте усилий, чтобы казаться интересным. Будьте сосредоточенным, точным и безупречным в своих проявлениях. Сила в духе Макиавелли заключается не в том, чтобы постоянно находиться в центре внимания, а в том, чтобы оставаться в памяти навсегда. Перестаньте присутствовать повсюду, станьте редким явлением. Наблюдайте, храните молчание, и очень скоро вы заметите, как мир сам начнет вращаться вокруг вас. Власть, которую можно получить слишком легко, стремительно обесценивается. И Макиавелли это понимал лучше других. Ценность — это иллюзия, а иллюзии создаются целенаправленно. Если вы всегда рядом, всегда на связи и готовы помочь, вы превращаетесь в привычную часть обстановки. А обыденность — это верная гибель для влияния. Пусть недалекие люди навязывают себя обществу, а отчаявшиеся демонстрируют свои эмоции, время и внимание. Вы не принадлежите к их числу. Вы — эксклюзив,
и ваше поведение должно этому соответствовать. По-настоящему влиятельные личности не преследуют внимания, они его генерируют. К ним не подходят просто так, их расположение ищут. Вы должны стать ценностью не в денежном, а в энергетическом смысле. Общение с вами должно восприниматься как награда, а не как рядовое событие. Ваше внимание должно быть дорогим ресурсом. Именно это и порождает стремление его получить. Вы не дарите улыбки каждому встречному, не высказываете свое мнение без веской причины и не задерживаетесь там, где ваше присутствие лишено смысла. Вы появляетесь по собственному решению и исчезаете без объяснений. Тайна, окружающая ваше присутствие, становится ценнее всего производимого ими шума. Прекратите мгновенно отвечать, быть доступным в любой момент и становиться предсказуемым элементом в жизни других. Прогнозируемость создает комфорт, а комфорт уничтожает уважение. Если вы хотите, чтобы вас ценили, дайте людям по вам соскучиться. Если желаете уважения, позвольте им ощутить ваше отсутствие. Чем чаще вас видят, тем меньше чувствуют вашу значимость. Поэтому научитесь отступать. Не обязательно с враждебностью, достаточно делать это холодно, четко и без лишних эмоций. Макиавелли писал, что правителю следует добиваться того, чтобы его скорее боялись, чем любили. Однако высший уровень влияния – это не страх и не любовь, а ситуация, когда о вас говорят даже в ваше отсутствие, когда вы становитесь тенью, которая управляет пространством самим фактом своего отсутствия. В этом и заключается аура редкости. Пусть окружающие задаются вопросами «где вы?», «почему вы молчите?» или «почему ваш взгляд изменился?». Эти вопросы не признак их раздражения, а семена одержимости, которые вы должны взращивать.